Привет, друзья! Меня зовут Алексей Иншаков. Этот обзор посвящен преампу для акустической гитары от фирмы Trace Elliot модели Transit A. Во-первых, этот преамп усиливает сигнал акустической гитары, что особенно важно для инструментов со слабым звукоснимателем. Часто такое бывает у пассивных пьезодатчиков. Но кроме этого, конечно, у него много других преимуществ. Здесь есть эквалайзер, который вы можете скорректировать частоты. Есть возможность компрессии и, конечно же, есть эффекты, которые очень необходимы часто для акустических гитаристов. Это реверб, дилей, хорус и буст. Также в этом преампе есть возможность смены фазы, есть кнопка Pre-Shape, которая усиливает нижние и верхние частоты и несколько проваливает середину. И также мы здесь видим кнопку пьезо, которая усиливает входной сигнал, что актуально для слабых звукоснимателей. Давайте начнем с того, что послушаем, как звучит гитара, подключенная в линию сама по себе, и сравним, какие изменения вносит преамп, когда звук пойдет через него без включения каких-либо эффектов. Мы достаточно легко смогли сделать такое сравнение, потому что в преампе предусмотрен специальный выход для прямого необработанного сигнала, помимо стереовыхода, через который идет обработанный сигнал. Вот это очень удобно, это можно использовать на записи, в обзорах в том числе, как мы сейчас это делаем. И также я знаю, некоторые музыканты любят на концерте, чтобы обработанный сигнал шел в порталы, а им в мониторы шел необработанный сигнал без реверба. Так получается более такой честный звук, на нем сложнее играть, но зато музыкант лучше играет и получается более качественно. Теперь давайте рассмотрим блок эффектов. Первым идет реверб с очень простым возможностям. Здесь всего одна ручка, которая регулирует его микс. Итак, звук гитары без реверба такой. И теперь попробуем реверб на минимальных настройках. Добавим побольше. Ну и давайте попробуем максимальное значение. Дальше у нас идет дилей. Он регулируется несколькими ручками. Первая — это громкость дилея. Вторая — это дилей фидбэк, то есть это длина хвоста, то, как много будет повторов. И есть очень удобная кнопка Tap Tempo, которой вы можете задать темп дилея, то есть скорость повторов. Просто нажатием, с какой скоростью вы нажимаете, с такой скоростью выдайте дилей. Давайте послушаем, как он звучит. Также можно добавить реверб. Послушаем, как будет реверб и дилей вместе. Дальше идет хорус. Он регулируется всего одной ручкой, которая определяет глубину эффекта. Давайте послушаем на минимальных настройках. Сделаем чуть-чуть поглубже. Добавим еще.
и попробуем максимальное значение. Последняя кнопка дает нам возможность буста. Это довольно простая, но полезная функция. Она поднимает сигнал по громкости, что часто может быть полезно во время соло. Например, вы играете аккомпанемент на такой громкости, и затем вы хотите сыграть соло, но оно слишком тихое, в общем миксе его не так слышно. Вы нажимаете буст. И играете соло, потом, когда заканчивается соло, убираете кнопку и играете снова аккомпанемент. Я думаю, это может быть полезно. Также у преампа есть трехполосный эквалайзер. Кстати, очень удобно, что те ручки, которые работают, вокруг них горит такой вот зеленый свет. Эквалайзер может быть весьма полезен. Конечно, часто на концерте звукорежиссер регулирует это, но не всегда он есть, не всегда он достаточно хорош, и не всегда его хочется дергать. Иногда можно просто добавить низов или верхов для какой-то песни, для другой песни убрать. Это может упростить жизнь себе и звукорежиссеру. И также есть возможность пресейп. Это возможность усиления низких и высоких частот и некое проваливание середин. Давайте послушаем, как это звучит без пресейпа. Так. И я включу пресейп. И также хотелось бы отметить ручку Gain, которая добавляет усиления и компрессии. Давайте послушаем, как она звучит, как это работает. Вот сейчас минимальные настройки. Сделаем побольше. И максимальное значение. Еще одна возможность, которую таит в себе этот преамп, это тюнер. Достаточно удобно, мне он понравился. Для этого нужно нажать клавишу Reverb и несколько секунд подержать. И здесь появляется тюнер. На экранчике видна нота. И горит центральная лампочка. Это означает, что струна настроена. Если она расстроена, то это выглядит так. Достаточно удобно, яркий, много делений, хорошо видно, насколько точно струна расстроена или настроена. И достаточно удобно настраивать. Кроме того, когда вы нажимаете и держите эту клавишу, прям входит в режим тюнера, то звук перестает идти в порталы, и это также можно использовать как самостоятельную функцию, если вы просто хотите в перерыве отложить гитару в сторону, не отключая ее, не убирая ручку громкости, чтобы не забыть настройки, просто нажимаете Mute с помощью тюнера и готово. Затем надо всего лишь один раз нажать, уже не держа, и звук возвращается. Теперь давайте посмотрим, какие возможности подключения предусмотрены в этом преампе на задней панели. Здесь есть input, это вход для инструмента, затем идет dry out, это выход необработанного сигнала. Такое часто может пригодиться, например, на записи, или некоторые музыканты любят, чтобы в порталы шел обработанный сигнал, а им в мониторы шел чистый необработанный сигнал, без каких-либо эффектов, чтобы они четко слышали, что играют. Дальше идет aux-in. Я думаю, такой вход может пригодиться для занятий, если вы занимаетесь в наушниках через этот преамп. Сюда можно подключить, например, метроном или MP3-плеер. Дальше, соответственно, выход на наушники. Затем идут два балансных выхода. Первый — это пред, то есть это выход необработанного сигнала. И дальше идет выход обработанного сигнала. Затем кнопка управления землей. В данном обзоре она нам пригодилась, помогла уменьшить фон. И дальше идут два выхода. Обратите внимание, что это прибор стерео, то есть все эффекты работают в стереорежиме. Поэтому здесь есть два выхода. Если вам не нужен стереорежим, да, вы просто включаете джек только в левый выход, и у вас будут все эффекты работать в монорежиме. Ну и дальше блок питания. Он идет в комплекте, кстати, достаточно компактный, удобный. Подключается в последний вход.
Какие мои впечатления от преампа? Я думаю, это может быть достаточно удобным, компактным прибором для акустического гитариста. Есть множество эффектов, есть эквалайзер, есть возможность громкости регулировать, есть возможность буста, есть возможность компрессии. Конечно, эффекты имеют достаточно простые настройки, не слишком развитые. Если вам нужен реверб, где вы хотите регулировать его более подробно, если вам нужен тон реверба, еще что-то, то, конечно, лучше иметь отдельный эффект. Но если вам нужны простые эффекты, и при этом вы не хотите использовать много педалей, все это носить, каждый раз подключать или педалборд большой собирать, то вот это может быть хорошим выходом, потому что здесь есть такой даже не минимальный, а такой даже средний набор простых эффектов с достаточным набором ручек. При этом это все в одном корпусе, что, конечно, удобно, компактно. Можно ездить на гастроли, с собой брать на концерты, использовать дома для репетиций. Можно использовать для каких-то таких демо-записей. Конечно, в студию такую вряд ли будут использовать. Тут используют микрофоны. Ну, вот это, в первую очередь, концертный прибор. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам понравился обзор. Если это так, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если еще не сделали этого. И до новых встреч. Пока. Поехали. Да ладно. Запись. Запись. Так, подожди, слушай, а здесь реверб, он и микс, и хвост, или как? Это микс. Погнали уже. А хвост не увеличивается? Который Давай не эффект, а возможность. Окей.